Bluetooth-наушники, которые имеют гибридное активное шумоподавление до 40 дБ с 4 режимами работы. Режим прозрачности с функцией усиления голоса, 6 микрофонов с шумоподавлением ENC и алгоритмом на базе AI искусственного интеллекта. Время автономной работы до 32 часов вместе с боксом и 8 часов прослушивания музыки на одном заряде наушников. Как вы уже поняли, обо всем этом и не только можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Xiaomi QCY HT07 Arc Buds. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Распаковка. Поставляется данная модель в стандартной для QCY упаковке. Выполнена она из тонкого картона. На упаковке есть изображение устройства, краткая характеристика. В комплекте мы имеем бокс, наушники, амбушюры, кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Также я купил дополнительно специальный прибор для очистки наушников. К слову, он очень даже удобный. Габариты наушников вы видите на экране. Звуковод овальной формы на 6,6 мм, на 5,4 мм и на 3,1 мм. Повторяюсь по поводу звуковода для людей, у которых нет возможности примерить наушники. Вы просто измеряете ТВСки, которые у вас были на руках, и примерно прикидываете, подойдет вам звуковод или нет. В первую очередь по размеру, потому что амбушюры можно любые докупить. В звуководе установлена обыкновенная сеточка, имеется, разумеется, выступ для удержания амбушюр. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band'ов пока 7 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Ждем глобалки, может быть, буду 8 разыгрывать. Poco F5 смартфон от Xiaomi я разыгрываю в конце месяца. Условия в записи стрима на канале. И не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, там много всего полезного. Телеграм-канал взаимопомощи. Просто оформите ТЗ, где планируете покупать, и люди поделятся с вами своим опытом. И мой личный телеграм-канал, где мы общаемся 24/7 по поводу девайсов, которые я тестирую. До обзоров. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к наушникам от QCY. В продаже имеется только черная расцветка данной модели. Дизайн бокса обыкновенный. Зарядный бокс изготовлен из матового пластика, тактильно материалы неплохие. Но учитывая стоимость, можно было бы сделать бокс получше, как по мне. Сборка неплохая, так как крышка не имеет практически люфта. Ко всему, при открытии бокса крышку можно зафиксировать в открытом положении, что по мне очень даже удобно. Открыть одной рукой бокс можно без проблем, в кармане он не мешается, что хорошо. Наушники в боксе слегка гуляют. Если попытаться вытряхнуть наушники с открытой крышкой, придется приложить немного усилий. На корпусе расположили световой индикатор, надпись QCY и разъем для зарядки Type-C. Внутри бокса находится два места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом. Маркировка Left и Right и краткая информация. Переходим к наушникам. Наушники внутриканальные, изготовлены они из матового пластика. Выглядят они неплохо. Из-за золотистой надписи QCY данная модель слегка отдаленно мне напомнила наушники Sony WF-1000XM4. Обзор на них, разумеется, тоже был на канале. Посадка наушников не самое лучшее, что я встречал, но наушники во время пробежки не вылетают. Сильного дискомфорта при длительном прослушивании музыки я не ощущал, что уже хорошо. На корпусе наушников находятся контакты для зарядки, световой индикатор, который не мигает при воспроизведении музыки, маркировка левого и правого наушника, 6 микрофонов с шумоподавлением ENC с алгоритмом на базе AI, надпись QCY и сенсорная панель. Из тапов доступна плей-пауза, переключение треков, регулировка громкости, вызов голосового помощника, сброс-ответ вызова, включение-выключение игрового режима и переключение между режимами ANC, режимом прозрачности и обычным режимом. В приложении можно переназначить команды, плюс за то, что есть возможность назначить все команды одновременно. К примеру, переключение режимов происходит зажатием сенсорной области, а на одиночное, двойное и тройное нажатие можно назначить остальные команды. Но с включенным одиночным тапом будут ложные срабатывания. Да, и на тапы наушники не всегда корректно откликаются. Переключение режимов сопровождается озвучкой на английском языке, а остальные команды сопровождаются системными звуками. Летим дальше. Оснащены наушники 10-мм динамическими драйверами с биопленкой. Чего только маркетологи не придумают, правда? Гибридное активное шумоподавление до 40 дБ на борту с 4 режимами работы. Ко всему, каждый режим ANC регулируется трехступенчатой системой. Но, как по мне, это никак не влияет на работу ANC. Что касается самих режимов, то у них дела обстоят практически так же. Как по мне, корректно работает только режим рабочий, а остальные работают практически одинаково. Также есть режим прозрачности, который можно отрегулировать ползунком, и ко всему есть функция усиления голосов. По моим тестам, режим прозрачности работает хорошо, лучше, чем ANC однозначно. Заряд наушников в шторке со смартфона отображается, по одному работают, но переподключение не бесшовное, а с системным оповещением о включении наушников. Автоматически подключаются после изъятия наушников из бокса с ранее сопряженным устройством. Анимация на борту, но ее нужно включать в приложении. Мультипоинта на борту нет, к сожалению, как и датчиков обнаружения уха. Емкость аккумулятора бокса 350 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 50
60 минут, беспроводной зарядки нет, что в целом и не удивительно. Наушники можно перезарядить от бокса до 4 полных раз, что очень хорошо. Саморазряд у бокса я не наблюдал. Полный цикл зарядки наушников занимает 1 час 20 минут в среднем. Отыграли наушники на 70% громкости по кодеку AAC без активного шумодава 6 часов 26 минут, что является отличным результатом. Но он далек от заявленных 8 часов без ANC, что заявлял нам производитель. Вместе с боксом данная пара может прослужить приблизительно до 28 часов. Водонепроницаемость класса IPX5 я окунул их в воду, так делать нельзя, я их после этого просушил, проверил, все это делал после тестов на задержку, разумеется, и тестов микрофонов. По итогу функционал пока не пострадал. Но IPX5 максимум защищает от мелкого дождика или пота. Напоминаю, плавать в них точно нельзя. Приложение QCY все так же выглядит не очень, и именно с этой моделью оно работает максимально некорректно. Около суток данная модель у меня полноценно не подключалась к приложению, я мог посмотреть тапы, различные функции, но изменять что-либо возможности не было. После чего они каким-то образом самостоятельно подключились. На стартовой странице с наушниками можно посмотреть заряд аккумулятора в процентах наушников по отдельности, но заряд бокса не отображается. Также есть настройка режимов шумоподавления, ползунок баланса звуковых каналов, предустановки звучания и кастомный эквалайзер. В данной модели предустановки отрабатывают не лучшим образом, возможно из-за прошивки, но хорошо, что звук можно подкрутить кастомным эквалайзером, на который наушники откликаются в принципе неплохо. Далее есть настройка тапов, поиск наушников, настройка запланированного отключения, включение игрового режима, включение режима сна, при котором отключается сенсорное управление. Далее можно обновить прошивку, но мне новые обновы еще не прилетали. Bluetooth версии 5.2, что хорошо, также установлен набор микросхем WQ703AR. Из кодеков на борту AAC и SBC, кодеков высокой четкости, как вы поняли, уже нет. Через две стены не отваливались, но фризы изредка проскакивали. При просмотре видео на YouTube задержка приемлемая, в играх с игровым режимом задержка также практически незаметна. И играть довольно комфортно. Но минимально ее вообще не назовешь. Примеры вы сейчас увидите и услышите на экране. Микрофоны отрабатывают стандартно, есть заметный перегруз и искажение голоса. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Xiaomi QCY ARCBuds HT07. Я не знаю, насколько это актуально вообще микрофоны для подобных наушников, потому что на данный момент они прям очень сырые. Кстати, кто приобрел их, напишите, как они у вас работают, потому что у меня к ним вопросов море, начиная от того, как они к приложению, как вы поняли, уже у меня подключались, и заканчивая звуком. Может быть, кому-то они зашли, либо мне опять не повезло. Вот так, кстати, работать будут микрофоны. Звучание. Запас громкости есть. Я прослушивал музыку не выше, чем на 70% громкости. На 100% громкости каша в наличии. Что касается звучания, то оно с уклоном в низкие частоты, разумеется. Правда, басы звучат, как по мне, не совсем качественно. Они очень гулкие. Если не брать во внимание низкие частоты, то в целом звук, учитывая стоимость, неплохой. Но QCY в данной паре однозначно нахимичил со звуком в худшую сторону. Конечно, возможно, кому-то подобный тип звучания нравится, но лично мне нет. Минусы. Два самых весомых минуса. Это некорректная работа данной модели с приложением, и, как я уже сказал ранее, это звучание. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к ролику. Если промокоды, смотрите в телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Не забудьте подписаться на канал с колоколом, написать в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. На лайв-канале я стал делать, кстати, интересные шортсы. Кому хочется посмеяться и узнать, разбил я все-таки Apple Watch Ultra, посмотрите. Резюмирую, беспроводные наушники Xiaomi QCY HT07 ARCBuds, даже учитывая стоимость, далеко не лучшие наушники от QCY, который я тестировал. От меня лично девайсу барабанная дробь нет. Всем, кто посмотрел, еще раз огромное спасибо. Всем, кто оставил комментарий, двойное спасибо. Добра и удачи вам, дорогие друзья.